Добрый день! С вами Наталья Рожнова, вы на канале Натали Той Джой. Сегодня я хочу вам показать белую пушистую крыску. Длина ее от кончика носа до начала хвостика примерно 11 сантиметров. Она очень мягкая и нежная на ощупь, благодаря тому, что связана из пряжи минк, норка. У нее черные глазки на безопасном креплении и розовый носик, ушки и хвостик. Причем носик, тело и хвостик связаны как одна деталь со сменой нитей. Пришиваются только ушки. Для того, чтобы вязать пряжей норка, необходима определенная сноровка, так как очень плохо видны петли и совсем не видны ряды. Для начинающих будет сложновато, но можно ориентироваться на дополнительную нить и сдвигать ворсинки пряжи вниз. Уверяю вас, что связав такую игрушку, вы получите опыт и в дальнейшем не будете бояться использовать пряжу норка. Если вам понравилась моя маленькая белая крыска, давайте вязать вместе. Для работы нам понадобится в первую очередь пряжа Yarn Art Mink. Это стопроцентный полиамид, метраж 50 грамм на 75 метров. Она очень мягкая и нежная, но плохо держит форму. Поэтому мы будем ее использовать совместно с пряжей Yarn Art Baby, стопроцентный акрил, 50 грамм на 150 метров. Еще нам понадобится совсем немного пряжи розового цвета. У меня это Yarn Art Ideal, стопроцентный хлопок, метраж 50 грамм на 170 метров. При этом будем вязать тело из пряжи белого цвета крючком 5 мм, а ушки, хвостик и носик крючком 2 мм. Еще нам понадобятся глазки на безопасном креплении. У меня обычные черные, диаметр их 10 мм. И инструменты: ножницы, игла, набор английских булавок и палочка для набивания игрушки наполнителем. А наполнитель у меня синтепух. Итак, приступим. Начнем вязать с кончика носа. Для этого берем пряжу розового цвета и крючок 2 мм. Первый ряд 6 столбиков без накида в кольцо амигуруми. Накидываем пряжу на палец. Набираем одну воздушную петлю и провязываем в кольцо 6 столбиков без накида. Я это делаю, не снимая с пальца. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Затягиваем кольцо так, чтобы не было отверстия. И прокладываем нить контрастного цвета. Ниточку берите потолще, нам будет с нею легче работать. Второй ряд 6 прибавок, то есть в каждую петлю предыдущего ряда провязываем по 2 столбика без накида. При этом хвостик от кольца амигуруми необходимо ввязать в этот ряд. Третий ряд 12 столбиков без накида подряд. Четвертый ряд 6 убавок. Убавка — это 2 столбика без накида, провязанные как один. Для этого вставляем крючок в первую петлю. По ходу вязания вытягиваем ниточку, вставляем крючок во вторую петлю, по ходу вязания вытягиваем ниточку. На крючке у нас 3 петли, провязываем все вместе за один раз. Получилась убавка. Вяжем еще 5 таких убавок. Пятый ряд 6 столбиков без накида, без изменений. При этом вяжем не очень плотно, для того, чтобы в следующем ряду нам было удобнее использовать крючок 5 мм.
Для этого каждый столбик без накида немножечко вытягиваем. Последний столбик этого ряда провязываем не до конца, чтобы сменить нить. Вот на крючке у нас 2 петельки. Берем 2 ниточки Mink и Baby и ими довязываем этот столбик до конца. Провязали, теперь можно сменить крючок. На крючок 5 миллиметров. Пряжу розового цвета можно обрезать, она нам больше не нужна. Хорошенечко натягиваем ниточки, чтобы у нас не образовывалось никаких отверстий в дальнейшем. И вяжем следующие 2 ряда по 6 столбиков без накида. Провязав 6-й ряд, можно немного приостановиться и связать все хвостики друг с другом, а потом спрятать их внутри детальки, чтобы они нам не мешались. Вязать пряжей Yarn Art Mink не очень привычно, но не сложно. Чтобы нам не пропустить петельки, необходимо постоянно отодвигать ворсинки к себе и будем ориентироваться на пряжу из акрила. Продолжаем. Вяжем 8-й ряд. 1 столбик без накида, 1 прибавка, повторить 3 раза. Девятый ряд. 2 столбика без накида, 1 прибавка, повторить 3 раза. Десятый ряд. 3 столбика без накида, 1 прибавка, повторить 3 раза. Одиннадцатый ряд. 4 столбика без накида, 1 прибавка, повторить 3 раза. Теперь вяжем 6 рядов по 18 столбиков без накида в каждом. Провязав всего 17 рядов, мы приостанавливаемся для того, чтобы вставить глазки и наполнить детальку наполнителем.
берем два глазика, примерно отмеряем 2–2,5 сантиметра от начала кончика носа. Не могу вам сказать по количеству рядов, потому что здесь ряды, как вы видите, совершенно не видны. Вот отмеряем 2 сантиметра, вставляем один глазик и рядышком второй глазик. Расстояние между ними не должно быть больше сантиметра. Вот, если нас устраивает их расположение, можно закреплять. Вот так закрепили глазки. Теперь необходимо набить наполнителем. Сначала аккуратненько набиваем очень плотно носик, а затем переходим к телу. Вот я набила детальку наполнителем, кончик носа очень плотно, так что он твердый на ощупь, и тельце. Тельце сильно не набивайте, все-таки пряжа сильно растягивается. Нам не нужно получить такой большой шарик. Набили, теперь продолжаем вязать. Вяжем 18 ряд. 1 столбик без накида, 1 убавка. Повторить 6 раз. При этом стараемся не захватывать наполнитель. Девятнадцатый ряд, 6 убавок. Теперь нам необходимо сменить нить на розовую пряжу. Это делаем в начале 20 ряда. Провязываем не до конца столбик без накида пряжей Mink и Baby и заканчиваем вязание пряжей розового цвета. Это у нас первый столбик без накида в 20 ряду. Меняем крючок 5 на 2. Натягиваем ниточки как следует. И обрезаем белые хвостики. Вот мы поменяли пряжу для того, чтобы вязать хвостик. Можно, в принципе, сразу их связать друг с другом, чтобы они не вылезли в дальнейшем. И спрячем их внутри детальки. Теперь вяжем 20 рядов по 6 столбиков без накида в каждом уже розовой пряжи. У нас получится с вами хвостик. И вяжем последний ряд. Делаем столько убавок, сколько у нас получится.
Вот у меня получилось 2 убавочки. Обрезаем ниточку. Теперь стянем отверстие с помощью иглы. Вставляем хвостик в иглу и, захватывая передние стенки петелек, затягиваем отверстие. Все. Можно выводить ниточку чуть подальше, делать узелочек и прятать хвостик внутри детальки. Вот такая мышка пока получается. Вынимаем нить контрастного цвета. Ну и осталось нам только связать и пришить ушки. Одно ушко я уже связала, вот так оно будет выглядеть. Вяжется очень легко и просто. Сначала свяжем круг, а потом сошьем его у основания. Свяжем второе ушко вместе. Возьмем пряжу розового цвета и крючок 2 мм. Первый ряд 6 столбиков без накида в кольцо амигуруми. Набираем воздушную петлю и провязываем в кольцо 6 столбиков без накида. Затягиваем кольцо так, чтобы не было отверстия. Второй ряд 6 прибавок, то есть в каждую петлю предыдущего ряда вяжем по 2 столбика без накида. При этом хвостик от кольца амигуруми ввязываем в этот ряд. Третий ряд 1 столбик без накида, 1 прибавка, повторить 6 раз. И последний, 4-й ряд 2 столбика без накида, 1 прибавка, повторить 6 раз. В конце делаем 1 соединительный столбик в первую петлю предыдущего ряда. Все, связали ушко, обрезаем ниточку, оставляя хвостик для пришивания этой детали к телу игрушки. Вытягиваем нить. Получился вот такой кружочек. Теперь хвостик вставляем в иглу. Складываем детальку пополам, так, чтобы хвостик находился чуть-чуть сбоку. И сшиваем оба края детали иголкой. Делаем 2-3 стежочка. Делаем узелочек в конце. Вот так у нас получилось ушко. Вот как они выглядят. 2 маленьких ушка. Теперь пришьем их к игрушке. Присоединим ушки с помощью английских булавок к голове игрушки приблизительно на расстоянии где-то 2 сантиметра от каждого глазика. По бокам. Видите, ушки расположены примерно посередине тела, чуть ближе к голове. Начинаем пришивать, вставляем хвостик в иглу и пришиваем ушко.
Просто делаем пару стежочков у основания ушка. Поворачиваем другой стороной и пришиваем с другой стороны. Вот мы пришили ушко. Ниточку пока не закрепляем и не прячем внутри игрушки. Пришьем второе ушко, убедимся, что мы пришили ровно и симметрично. Затем спрячем хвостики. Точно так же пришиваем второе ушко. Вот я пришила два ушка. Вот такие они получились. Теперь делаем узелочек и прячем ниточки внутри игрушки. Чтобы шовчиков совсем не было видно, можно с помощью иголочки, подцепляя шерсть, вытащить ее наружу. Ну и в конце завершающий штрих. Немножко подровняем шерсть нашей крыски с помощью расчески, чтобы ворсинки красиво лежали. Вот такая маленькая и милая крыска у нас получилась. Если вам понравилось вязать со мной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Вяжите с удовольствием! До новых встреч!